Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу поделиться рецептом очень вкусной аджики на зиму. В нашей семье такая заготовка делается каждый год, причем в большом количестве. И к новому сезону овощей и фруктов уже не остается ни одной баночки. В этом году все, кого я успела угостить такой аджикой, уже попросили у меня рецепт. Готовится такая аджика легко и просто из самых обычных продуктов. А в результате получается острый, в меру пряный, ароматный соус с великолепным вкусом. Для небольшой порции аджики мне понадобится 2 кг сливы, килограмм сладкого болгарского перца, чеснок, острый перец, соль, сахар и специи. Все ингредиенты я заранее промыла и просушила от лишней влаги. Начну с подготовки сливы. У меня сегодня красная слива. Выбирайте спелые и сочные плоды. Ни в коем случае не должны попадаться мятые или подпорченные, чтобы не испортить конечный продукт. У слив удаляю косточки и складываю пока в отдельную миску. Также подготовлю сладкий перец. Рекомендую выбирать мясистый, сладкий и сочный. Лучше подойдет ярко-красного цвета, тогда аджика будет иметь красивый насыщенный цвет. Сладкий перец разрезаю пополам и очищаю от плодоножки и семенной коробки. И также складываю в отдельную посуду. По рецепту понадобится 250 граммов острого перца. Удаляю хвостики, разрезаю вдоль на две части и нарезаю на небольшие кусочки. Острый перец добавляю вместе с семенами. Аджика – это такой соус, который должен иметь яркий насыщенный вкус. Поэтому я настоятельно не рекомендую уменьшать количество острого перца и чеснока, указанные в рецепте. Только в этом случае аджика получится действительно вкусной и сможет раскрыть вкус любого блюда. Чеснок я очистила от шелухи, измельчаю на небольшие кусочки и перекладываю в миску. У меня здесь 300 граммов чеснока. Пропорции всех ингредиентов я укажу в описании в очищенном виде. Все подготовленные ингредиенты можно пропустить через мясорубку со средней решеткой, но я сегодня воспользуюсь блендером в качестве измельчителя. Сливу я отдельно пробью погружным блендером в 2 приема. Чтобы облегчить работу блендера, порезала ее на кусочки. Делается это очень быстро, так как слива фрукт достаточно мягкий и сочный. Буквально 2-3 минуты и все готово. Сливовое пюре сразу выливаю в кастрюлю, в которой будет вариться аджика. У меня кастрюля на 6 литров. Сладкий перец предварительно нарежу на небольшие кусочки. Все порезанные ингредиенты частями измельчу в чаше блендера. Это делается тоже достаточно быстро. Закладываю поочередно сладкий перец, чеснок и острый перец. Измельчаю и добавляю к перетертым сливам. Ставлю кастрюлю на плиту, включаю средний огонь и периодически помешивая довожу до кипения. Хорошо перемешиваю сливы с перцем и чесноком. Как только аджика хорошо прогрелась и начинает кипеть, добавляю 50 граммов соли, 100 граммов сахара, также добавляю полную чайную ложку хмели сунели и такую же чайную ложку с хорошей горкой молотого кориандра. По желанию можете добавить специй больше или меньше, или изменить их состав. Хорошо все перемешиваю, чтобы объединились все ингредиенты. Оставляю вариться на 30-35 минут на среднем огне. Старайтесь не допускать сильного кипения. В процессе варки будет образовываться пена, которую необходимо периодически снимать. Если пену оставить, то она может испортить вкус готового продукта, а также повлиять на срок хранения. Аджику обязательно нужно периодически перемешивать, чтобы она не пригорела. Чем ближе к концу варки, тем интенсивнее будет кипение, поэтому контролируйте температуру. При необходимости ее нужно уменьшить.
За 10 минут до готовности вливаю 100 мл яблочного 6% уксуса. Если вы предпочитаете 9% уксус, то добавлять его нужно 60 мл. Я укажу в описании все пропорции. Все хорошо перемешиваю и оставляю вариться до готовности. Имейте в виду, что по мере выпаривания влаги аджика будет становиться гуще и могут разлетаться брызги. В общей сложности аджика у меня готовилась 35 минут. Она стала гуще, более плотной консистенции. Снимаю кастрюлю с огня и разливаю по банкам в горячем виде. Банки я заранее простерилизовала. Разливаю по самое горлышко. Накрываю винтовыми крышками, которые заранее прокипятила. Плотно закручиваю и переворачиваю банки крышкой вниз. Банки накрываю теплым пледом и оставляю так до полного остывания. Из такого объема ингредиентов, указанных в рецепте, получается 3,5 литра пряной, ароматной, в меру острой аджики, которую можно подавать к мясу, птице, рыбе, холодцу, спагетти. Одним словом, ко всему, к чему пожелаете. Аджика идеальна в качестве приправы к борщу или просто к ломтику хрустящего хлеба в качестве перекуса. Обязательно попробуйте приготовить такой вкусный соус. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю приятного аппетита и удачных заготовок!